Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный, нежный, воздушный десерт. Это заварные кольца со сливочно-карамельным кремом. Ну что, готовы? Давайте скорее начинать. Для приготовления заварного теста нам понадобится 125 мл молока, 125 мл воды, 2 грамма соли, 10 граммов сахара, 100 граммов сливочного масла, 150 граммов муки и 250 граммов яиц. Мы уже неоднократно на моем YouTube-канале готовили с вами заварное тесто, более подробно, детально и прям вот так разжевывая я рассказывала о заварном тесте, когда готовила заварное пирожное с кремом. Вы можете посмотреть еще там, если после того, что я сейчас делаю, останутся вопросы. Итак, берем сотейник, в сотейник отправляем молоко, ой, это вода, неважно, что зачем сейчас будет, молоко. Жирность молока 2,5, вода, соль, сахар и сливочное масло. Все сюда в сотейничек. Отправляем сотейник на плиту и доводим до кипения. Пока у нас молоко с водой и маслом закипают, подготовим комбайн. Насадка весло или лепесток еще называют. Отправляем сюда муку. Оп. Можно это вымешивать все вручную, конечно. Когда молоко с водой и маслом хорошенько закипят, отправляем туда муку и перемешиваем. Таким образом завариваем тесто. Но если есть у вас комбайн, можно поступить намного проще. Так, комбайн здесь с мукой ждут. Идем к молоку. Масса должна не просто парить, а хорошенько закипеть. То есть должна пойти прям такая пена. Дождемся сейчас пену, покажу вам. Вот, это состояние, именно то, что нам нужно, когда масло, жирных пятен мы уже не видим, масло объединилось хорошо с водой. Снимаем сотейник с огня и выливаем к муке. Включаем на слабые обороты комбайн и тонкой струйкой заливаем нашу горячую массу. Выключаем и возвращаем получившуюся массу обратно в сотейник. Так, долго вымешивать не нужно, перекладываем нашу массу в сотейник, возвращаем сюда же, сотейник я не мыла, и возвращаем на плиту для того, чтобы тесто подсушить. И теперь на среднем огне подсушиваем тесто, приблизительно там 1 минутку, может, вот так вот разминаю. На дне сотейника должна образоваться корочка. Я подержала тесто на плите на 2-3 минуты. На дне сотейника образовалась корочка. Видно? Так, все. Убираем. Возвращаем тесто в чашу комбайна. Ляп. Так. И на слабых оборотах перемешиваем. Тесто должно охладиться до температуры около 50 градусов, 45-50 градусов, чтобы, когда мы добавляли в него яйца, они не свернулись. А пока перемешиваться будет тесто, яйца я рекомендую пропустить через сито или просто перебить буквально несколько секунд блендером, для того, чтобы яйца стали однородной массой. И если у вас очень свежие яйца, вы знаете, белок очень плотный. И нам нужна текстура более текучая, однородная. Заварная основа у меня уже не горячая, она тепленькая, яйца не свернутся. Итак, при постоянном перемешивании, скорость невысокая, низкая, добавляем яйца очень-очень медленно, вот совсем по чуть-чуть.
И не добавляем следующую порцию яиц, пока тесто не возьмет те яйца, которые вы добавили, ту часть яиц, которую вы добавили. Можно периодически выключать, так, и собирать тесто со стеночек. Оп, так. Так, продолжаем снова. Обратите внимание, тесто у нас становится более гладким, блестящим. Яйца еще, вот тут у меня, наверное, одно яйцо пока еще осталось, около 50 граммов. Хочу обратить ваше внимание, что яйца мы не всегда добавляем полностью все, ориентируемся на текстуру, на консистенцию теста. Тесто должно быть блестящим, гладким, эластичным. И вот если мы так на лопаточку или вот так, как я сейчас на весло это посмотрим, тесто стекает, и оно, обратите внимание, не рвется, а образует такую галочку ровную, аккуратную, да? Видно. Надеюсь, это видно и понятно. Отлично. Яйца больше не добавляем. Иногда получается так, что на плите держим чуть дольше, тесто сушится немного больше, влага испаряется, и яиц понадобится больше. Может быть 250 граммов, как в рецептуре указано. Сегодня мне понадобилось всего лишь 200 граммов яйца. Вот, так что ориентируемся на консистенцию. Это тесто можно, конечно, замес сделать вручную. Вы точно так же вот в основную заварную эту массу отправляете по чуть-чуть яйцо и лопаткой какой-то жесткой, можно, ну вот есть деревянные лопаточки, можно деревянной жесткой лопаточкой вымешивать до получения такой же красивой гладкой консистенции. Конечно, с комбайном намного быстрее и проще. Это можно и миксером делать, только миксером вот эти вот спиральки. Так, кондитерский мешок, насадка, нужно взять какую-нибудь с зубчиками. У меня насадка открытая звезда, вот звездочка, диаметр 18 миллиметров. Это может быть и закрытая звезда, но лучше брать вот такую открытую звезду, диаметр можно чуть меньше, но я вам рекомендую вот такую 18, это у меня вообще для эклеров насадка. Такая насадочка, кондитерский мешок, так заворачиваю мешок и все это запихиваю вот так вовнутрь. Такую заглушку делаю для того, чтобы тесто наше никуда не вылилось, когда мы будем его закладывать. Выворачиваем кондитерский мешок приблизительно на 1/3. Одеваем на мерный стакан, так будет проще поместить в мешок тесто. Так, и отправляем сюда наше тесто. Готово. Итак, тесто у нас готово. Духовку я включила разогреваться до 180 градусов, без обдува, без конвекции. Противень, пергамент. Дополнительно нам понадобится около 50 граммов сахарной пудры, около 50 граммов миндальных хлопьев, миндальные слайсы. И чуть-чуть взяла яйца, которое у нас осталось. Если не осталось, нужно организовать. Так, стаканчик, диаметр у меня здесь 6 сантиметров. Расчертим на пергаменте такие круги на хорошем расстоянии друг от друга, потому что заварное тесто, оно не любит, когда очень плотненько, не будет хорошо, может и подымется, но пропекаться не будет, сушиться внутри, поэтому расстояние должно быть хорошее. Так. Переворачиваем. Берем небольшое количество теста, совсем чуть-чуть, вот так напротив, и приклеиваем пергамент, для того, чтобы он у нас не смещался при отсадке колец. Отсаживаем
колечки. Яйцом чуть смазываем сверху наше колечко. Яйцо нам нужно для того, чтобы хорошенько приклеить к нему миндальные слайсы. Так, миндаль. И сахарная пудра. Итак, теперь всю эту красоту отправляем в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией, с обдувом, приблизительно на 20-25 минут. Потом снижаем температуру до 160 градусов и держим наше заварное тесто в духовке еще около 20 минут, то есть в общей сложности около 40 минут, и все это время мы духовку не открываем. Наши заварные кольца готовы, можем доставать. И пусть вас не пугает, что тесто у нас такое золотистое, коричневое. Мне больше нравится, когда заварное тесто все-таки не бледненькое, а вот такого цвета. Какие красавчики! Оставляем наши заварные кольца при комнатной температуре, они должны полностью остыть. Для приготовления сливочно-карамельного крема нам понадобится 200 граммов маскарпоне, 200 граммов вареной сгущенки, 50 миллилитров сливок жирностью не менее 30%. У меня здесь сливки 33%. В чашу комбайна отправляем маскарпоне. Кстати, рецепт маскарпоне домашнего вы можете найти на моем YouTube-канале. Сюда же вареное сгущенное молоко. Оп. И сливки. Холодные, жирность не менее 30%. И все это взбиваем венчиком до устойчивых пиков. Достаточно. Крем очень нежный, пышный и воздушный. А у нас все готово для того, чтобы собрать десерт. Заварные кольца уже остыли. Крем я переложила в кондитерский мешок с круглой насадкой. Диаметр можно использовать 10 или 12. У меня здесь диаметр 12 миллиметров. Так, нож-пилка. Берем заварное колечко и разрезаем его аккуратненько напополам. Обязательно используйте хлебный нож, нож-пилку, для того, чтобы аккуратно снять верхушку, не повредив, ничего не повредив и не поломав. Отлично. Готово. Выкладываем крем. И присыпаем тонким слоем сахарной пудры. И тонкий слой сахарной пудры. Можно убрать в холодильник, можно уже сразу кушать. Готово! Я надеюсь, я вдохновила вас на создание вот таких вкуснейших, шикарных заварных колечек. Сейчас попробую, подразню вас немножко. Это очень-очень
Очень вкусно. Очень-очень. И еще один немаловажный нюанс. Если у вас хватит терпения, силы воли, убрать эту тарелочку хотя бы на часик в холодильник, результат будет просто в разы круче вообще. Вот, ну, мне и так вкусненько. Но я сейчас уберу в холодильник,